Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В этом ролике рассмотрим героя слияния и боссов, которые нас ждут, что они вообще делают, какие-то модификаторы и так далее. Ну и в принципе примерно так подумаем, чем их уже можно будет бить вскоре также на тестовом. Попробуем команды собрать, какие нам лучше подойдут и так далее. Ну что ж, поехали. Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Героя слияния у нас зовут Аларис. Это герой танк, молния. Пассивный навык у него, когда он находится на поле боя и на союзника накладывается негативный эффект, есть шанс 40%, который увеличивается до 55%, перенести этот эффект на себя. И также при успешном переносе длительность этого ослабления будет сокращена на 50%. Восстановление длится 6 секунд, то есть откат. И также за каждый такой перенесенный эффект он будет получать усиление защиты до 10 зарядов и 10% готовности абсолютного навыка. Каждый заряд такой дает 5% усиления защиты, то есть до 50% он может себе увеличить защиту. Боевой навык наносит урон в квадрате 3 на 3 и накладывает ослабление на 6 секунд. Штраф к шансу крит удара на 30% и уменьшение крит урона тоже на 30%. И ультимейт получается перед собой всю область шириной 3 клетки. Он бросает огромный топор, наносит врагам перед собой урон молнии и накладывает на всех союзников щит 20% максимума ХП. И также накладывает длительное восстановление на 10 секунд. За каждое действующее ослабление на нашем герое он также исцеляет себя на 5% максимума ХП. Эксклюзивных талантов у него никаких нету. По пробудам, первая пробуда, когда он получит урон 20% ОЗ, он рассеет себя одно ослабление. Вторая пробуда увеличивает щит на 15%. Третья пробуда точность. Далее 30% КУЗ и игнор сопротивления 35%. Босс и феер имеют модификаторы. За каждого врага, который был поражен абсолютным навыком, урон от следующего абсолютного навыка возрастает на 10%. Также у нас лечение и прочность щитов увеличены на 15%. По навыкам. Пассивка касается его двойников. Получаемый урон двойником навыками от наносящих урон по одиночной цели будет снижен на 50%, а от зональных эффектов увеличен на 25%. То есть все сводится у нас тут к урону с ультимейта, конкретно на массу урона. Боевой навык будет нас агрить на себя насмешкой и кидать штраф к атаке. Это будет на героя, который у нас с самым высоким показателем атаки. И также будет рассеивать с нас одно усиление. Это у нас боевой, он будет каждые 6 секунд. Да, тут также и ультимейт. Прыгает к врагу, наносит урон цели и врагам вокруг. И также накладывает штраф к атаке на 10 секунд. Также и фейр, и его двойник получают эффект руна леса. Руна леса у нас получается простая атака, наносит всем врагам урон, равный 10% от наших максимальных ХП. Неприятно, но что поделать. Вот такой вот боссик. Давайте попробуем просто так вот кого попало выставить. Посмотрим, как тут он двойников своих плодит. Давай запускаем. Просто вообще что происходит. Так, и где же у нас двойнички? Ага, все, пошли двойники. Да, короче, бесячий будет босс. Он у нас уже когда-то был в 4-м вроде сезоне до реборна. Помню я его, да. Такой неприятный тип. Босс Эстайон имеет модификаторы за каждый эффект усиления либо ослабления, увеличивает урон от абсолютного навыка на 5%. Также защита всех юнитов на поле боя снижается на количество негативных эффектов, умноженное на 5%. Короче, будет он нам тут защиту резать. По навыкам. Пассивный навык. Каждые 20 секунд случайный враг получает эффект немота на 10 секунд. А его показатель атаки, защиты и скорости атаки снижается на 30%. Да, мало приятного. Боевой навык. Наносит по врагам в радиусе перед собой 3 клетки и на всю дальность. Получается урон омертвлением и 50% шанс наложить на нас оглушение на 3 секунды. Также одновременно накладывает на союзника с наибольшей атакой сопротивление критическим ударам на 5 секунд. Также за каждое попадание по врагу герой получает 10% готовности абсолютного навыка. Ну, скорее всего, вот это он будет на себя же, в принципе, и кидать.
И вот это вот будет происходить каждые 6 секунд, ну, не включая ульту. И ультимейт, в принципе, такой же, как он у него есть, создает на месте цели зону, которая существует в течение 10 секунд. Враги, которые находятся в ней, получают урон омертвлением каждую секунду. Также при получении врагами в этой зоне усиления существует вероятность на 100% заменить их случайные ослабления. Либо штраф атаки, либо запрет усиления, либо штраф скорости перезарядки, либо запрет лечения. Короче, бафаться нам тут вообще нельзя, и нужно с него снимать вот эту вот фигню. И при этом желательно как-то чиститься еще от этого, если это вообще возможно. Сейчас посмотрим, можно ли это счистить. К примеру, давайте-ка опять вот этим мясом сейчас нападем. Нам нужно посмотреть, этот дебаф будет рассеиваемый или нет. Так, пошла движуха. Пока что вообще не наблюдаю этого дебафа на нас. Ну-ка, где немота? Так, а дебаф-то не рассеиваемый. До снижения характеристик рассеивать нельзя. Капец. Эффект не рассеиваемый. Замечательно. Босс Фрубат. После уничтожения щита юниты получают бонус к урону 30% на 10 секунд. Также урон босса снижается на 5% за каждое ослабление разного типа, учитывается до 5 ослаблений. Пассивный навык его при каждом использовании абсолютного навыка герой получает многослойный щит, 20 зарядов. Так, при получении удара расходует одно повторение эффекта, снижая получаемый урон на 100%. Боевой навык вообще у него веселый. Наносит урон ядом окружающим врагам каждую секунду в течение 6 секунд. С вероятностью 50% накладывает оглушение на 3 секунды. То есть, короче, вплоть до ульты, вот это вот весь период, то есть 12 секунд, у него будет каждую секунду шанс наложить на нас стан. И ультимейт. Радиус не такой, как у обычного фрубата, а вся область именно перед ним. То есть за спиной есть, в принципе, пространство, где можно спрятаться. Наносит урон всем врагам. Вражеские герои на расстоянии 3 и более клеток получают эффект запрет лечения на 10 секунд. И готовность их абсолютного навыка снижается на 30%. Враги на расстоянии менее 3 клеток получают штраф к защите и штраф к атаке на 10 секунд. Прикольно. Так, и в принципе, что мне интересно на этом боссе, можно ли будет через вот этого пирата снять вот этот щит, который накидывает на себя фрубат. Сейчас мы дождемся, когда он там скастует свою ульту, замедлим бой, и я прожму ультимейт уже именно на пирате. Сейчас мы такие в стане постоим, конечно же, поотдыхаем. Так, пошел щит, мы в стане, ульта. Ну, кстати, что-то он там зарядов 10 снял вроде, но не весь. Да, придется нам здесь подзапотеть, конечно. Ну, как вариант, кстати, если за спину прыгнут, но я в этом сомневаюсь, какие-нибудь там Женя с Настей, да, и остальных чисто в сапру сделать, так как за спиной у него безопасное пространство. Но прыгнут они туда или нет, сейчас мы это сразу, в принципе, проверим, но, скорее всего, никто никуда не прыгнет. Да, просто с чего вдруг им туда прыгать? Не, может быть, как-то и подберем расстановку, да, как-то ее там повернуть, либо еще что-нибудь подобрать, чтобы эти стояли как надо. Сейчас как-нибудь вот так сделаем. Просто, ну, допустим, да, допустим, вот так как. Но один фиг их нужно будет в сапру делать. Да, им все равно поворачивается. Короче, кошмар нас тут ждет. Ладно, думаю, что-нибудь придумаем. Босс и Вира. Юниты на поле боя, находящиеся на центральных клетках, наносят на 25% больше урона. Если в бою участвуют герои из фракции героев, как минимум 3 разных стихий, они наносят на 50% больше урона. То есть тут нам придется делать какую-то мешанину. А, их тут 3. Вот это прикол. Их тут 3. По навыкам. Сразу учитываем, что их 3. И все это будут делать они 3. В начале боя накладывает эффект метка дурмана на врага с наименьшим количеством здоровья. Если цель погибает, эффект переходит на следующего врага. Каждый раз, когда враг под действием метка дурмана получает усиление, готовность абсолютного навыка героя увеличивается на 30%. Эффект срабатывает не чаще 1 раза, чем в 5 секунд. Урон, наносимый герою врагом с эффектом оледенения, снижается на 30%. Боевой навык телепортируется к врагу с самым высоким показателем атаки, рассеивает щит с него, ворует одно усиление и наносит урон холодом. Накладывает на цель оледенение на 5 секунд. Также этот эффект игнорирует 35% сопротивления цели. То есть в сапру нам тут не получится играть, потому что 35% это очень много. И ультимейт. На 18 секунде она, получается, у нас рассеивает в себя все свои негативные эффекты и наносит урон холодом. Также с вероятностью 100% накладывает оледенение и оглушение на 5 секунд. Капец. И их 3, вот это вот. Причем через сопротивление тут не получится. Что делать? Да, что делать, непонятно. Ладно, сейчас посмотрим, что вообще происходит здесь. Что за кошмар нас ждет. Вот эти метки на нас. Так, все. То есть как-то тут расстановку придумать особо-то не получится, потому что они прыгают туда-сюда на вот эту цель. Если только что-то как-то подбирать, еще и станы эти. Ужас. Просто ужас.
Да, самое жесткое это то, что она еще и сопру игнорит. Босс Фелисити. Если в бою участвуют герои одной стихии, они получают увеличение урона на 30%. Также критический урон юнитов фракции увеличится на 50%. Как будто бы намек на неустрашимых каких-нибудь там. Так, их тут две. Пассивный навык, получается, при каждом нанесении урона герой получает 5% готовности абсолютного навыка. Цикл, кстати, 9 секунд. Как бы их нам подзаконтрить? Боевой навык выпускает огненный шар, который наносит врагу урон огнем и накладывает штраф к защите на 10 секунд. Если результат броска дикости равен или превышает 4, навык применяется повторно до 3 раз подряд. И ультимейт. Квадрат 3 на 3. Выпускает 5 лучей огня, каждый из которых наносит урон огнем и может наложить штраф к атаке и штраф скорости перезарядки. Также, если результат броска равен или больше 5, выпускает еще 3 луча дополнительно. Ну и тоже давайте так просто нападем, посмотрим, какой тут трэш происходит. Да, тоже надо думать тогда, чем их так влупить. В принципе, не знаю, получится их законтрить, учитывая их цикл. Просто если бы была бы одна, можно было что-то придумать. А так они еще и заливаются. Поэтому я даже не знаю, что тут придумать. Но будем думать, что поделать. И босс Арафена. Если количество усилений на юните превышает количество ослаблений, его урон увеличивается на разницу, умноженную на 3%. В противном случае его урон снижается по тому же принципу. То есть, если ослаблений больше, то урон будет снижаться. Также сопротивление всех юнитов на поле боя снижено на 50%. То есть, про сопру мы можем вообще забыть здесь. Так, тут у нас вообще веселуха. Я думал, хотя бы тут будет парочка, но их тут две Арфены и Перкунты такой стоит, как главарь. По навыкам, конкретно Перкунты, пока он находится на поле боя, каждый раз, когда союзник наносит, ну то есть получается Арфена там какая-нибудь, либо он сам, когда наносит урон цепью молнии, с вероятностью 50% дополнительно срабатывает разряд молнии, накладывающий на цель случайно негативный эффект. Напоминаю, что сопротивление тут у нас просто бесполезно будет. Снижает шанс крит удара и накладывает штраф скорости при зарядке. Боевой навык накладывает на себя эффект увеличения атаки и мастерства, что у нас, собственно, просвещенность, на 10 секунд. Наносит при этом урон молнии врагам в радиусе действия и с вероятностью 100% вызывает цепь молнии. Ну и ультимейт по всей карте бьет по всем нам. Наносит урон молнии, и первая атака с шансом 100% накладывает электрошок на 8 секунд, и вторая атака активирует 2 цепи молний. Это на самом деле жестко. И что же у нас делает Арфена? Накладывает с простой атаки, получается, электрошок. С боевого также накладывает электрошок. И с ультимейта накладывает на себя увеличение скорости атаки. Входит в состояние перегрузка, и каждая простая атака выпускает 2 дополнительных снаряда. В чем еще прикол, что она накладывает случайный негативный эффект. Ну что, давайте погрузимся в этот кошмар. Что же тут за трэш происходит? Мне кажется, нас вообще сейчас ваншотнут просто и все. Так, все, полетели дебафы на нас. Интересно, что тут сейчас начнет Арфена накладывать? Не разлом кидает и штраф атаки, все подряд. И нас просто шотнули. Вот мне кажется, именно здесь будет больше всего такое прям веселье безудорожное. Ладно, что, скоро будем собирать команды, что-то пробовать. Погрузимся в этот кошмар. А так, что, кому что интересно, пишите в комментариях там свои предложения. Вступаем в группу в Телеграме. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч. Всем пока.